Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу представить вашему вниманию 3 великолепных рецепта красивых праздничных пирогов. Любой из них украсит ваш праздничный пасхальный стол. Пишите в комментариях, какой рецепт пирога вам больше понравился, и вы будете печь его к празднику Пасхи. Готовлю красивый пасхальный пирог на творожном дрожжевом тесте. В сахар добавляю цедру лимона и апельсина. В теплое молоко добавляю 2 чайные ложки ароматного сахара и дрожжи. Перемешиваю и оставляю на 5 минут. В миску выкладываю творог, добавляю желтки, яйцо, соль. Вливаю сливочное масло, добавляю экстракт ванили и всыпаю ароматный сахар. Вливаю подошедшие дрожжи, перемешиваю. Постепенно просеиваю муку. Замешиваю тесто сначала в миске, а затем на столе. Оставляю его на расстойке в теплом месте примерно на 1 час. Выпекать пирог я буду в форме диаметром 32 см. Выстелила ее пергаментной бумагой. Тесто обминаю и делю на 2 части. От одной отщипываю кусочек и раскатываю. Делаю дно пирога. Оставшийся кусок раскатываю в тонкий прямоугольный пласт. Смазываю половиной сливочного масла. Распределяю половину цукатов и скручиваю плотный рулет. Разрезаю его в длину. Переплетаю и соединяю в кольцо. Выкладываю в форму. Вторую часть теста делю на 5 частей. Раскатываю 4 из них в лепешки диаметром примерно 28 см. Смазываю маслом, присыпаю цукатами. Складываю друг на друга. Переношу лепешки на доску и разрезаю на 16 частей. И из каждой формирую такие листики, прорезав треугольник посередине. Все очень просто, а смотрится так красиво. Выкладываю сформированные листики в форму по кругу. Затем формирую середину пирога. Последний кусок теста делю пополам и раскатываю в лепешки. Смазываю сливочным маслом, накрываю второй лепешкой и разрезаю на 8 частей. Формирую лепестки и сердцевину. Выкладываю их в форму, формируя середину пирога.
Оставляю пирог на расстойке примерно на 1 час. Вы только посмотрите, как хорошо подошло тесто. И теперь я его смазываю желтком с молоком и отправляю выпекаться при температуре 190 градусов сначала на 5 минут, затем я снижаю температуру до 170 градусов и выпекаю еще примерно 45-50 минут. Включен верх и низ духовки. В горячую воду добавляю сахар и перемешиваю. Делаю сладкий сироп. Пирог я достала из духовки, проверяю его готовность. Теперь достаю его из формы и смазываю сладким сиропом. Пирог получился очень красивый, пышный, воздушный. Он станет настоящим украшением праздничного пасхального стола. Обязательно его приготовьте и попробуйте. Я уверена, он вам тоже понравится. Сегодня готовлю красивый и очень вкусный праздничный пасхальный пирог краффин. Таким пирогом вы украсите ваш пасхальный стол. Готовлю тесто. В теплое молоко, температура примерно 38 градусов, добавляю 1 столовую ложку сахара от общего количества. Добавляю дрожжи, хорошо перемешиваю и оставляю постоять на 5-7 минут. Разбиваю в миску 2 яйца и 3 желтка. Всыпаю сахар, соль, взбиваю миксером до пышности. Просеиваю муку, но не всю, буду ее добавлять постепенно. Добавляю подошедшие дрожжи и взбитые яйца с сахаром. Добавляю сок апельсина, цедру лимона и мед. Замешиваю тесто. Добавляю всю оставшуюся муку. Вливаю растопленное сливочное масло. Тесто получилось вязким, поэтому я добавляю еще муку. Также добавлю экстракт ванили. Всего на замес теста у меня ушло 730 граммов муки. Оно немного липкое. И теперь его надо хорошо вымесить на столе в течение 12-15 минут. Конечно, тесто можно вымесить и в тестомесе. Руки смазываю маслом, подбираю тесто и перекладываю в миску, смазанную маслом. Тесто получилось невероятно нежное и мягкое. Закрываю миску пленкой и оставляю тесто для брожения в теплом месте примерно на 1 час. Готовлю песочную крошку. В миску всыпаю муку, миндальную муку, сахар и перемешиваю. Добавляю масло и перетираю все до получения однородной крошки. И пока отправляю ее в холодильник. Для рецепта я использую разные цукаты и орехи. Тесто хорошо подошло. Достаю его из миски и делю на 2 равные части по 680 граммов. Подкатываю их в шар и оставляю на 5 минут. Стол и тесто присыпаю мукой и раскатываю его в тонкий прямоугольный пласт. Чем тоньше, тем лучше. У меня получился пласт длиной 64 см и шириной 57 см. Сверху смазываю его растопленным сливочным маслом. Присыпаю его половиной песочной крошки, половиной цукатов и орехов. Сворачиваю плотный рулет. Закрываю его пленкой и формирую точно так же второй рулет. Теперь рулет, который формировала первым, разрезаю на 2 части. И каждую половину разрезаю вдоль пополам. Получились 4 полоски, которые красиво скручиваю, стараясь, чтобы все слои были сверху. И точно так же разрезаю второй рулет на 4 полоски и формирую из него краффины. Выпекать пирог я буду в форме диаметром 30 сантиметров. У меня это большая кастрюля с толстым дном. Выстелила ее пергаментной бумагой. И дно, и бока. Выкладываю сформированные 8 краффинов в форму по кругу.
В середину поставлю бумажную форму. Сверху закрываю пирог пленкой и оставляю для подъема теста примерно на 1 час. Тесто хорошо подошло. Отправляю пирог выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 5-7 минут. Затем снижаю температуру до 180 градусов и выпекаю еще 45-50 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. У меня включен верх и низ. Если пирог начнет сильно подрумяниваться, можно прикрыть его сверху фольгой. Посмотрите, как красиво запекся пирог. За 20 минут до окончания выпечки я достала из пирога бумажную форму, чтобы внутри тесто тоже подрумянилось. Достаю пирог из формы. Душа радуется, когда пасхальная выпечка получается такой красивой. Присыпаю пирог краффин сахарной пудрой. Вовнутрь пирога можно положить крашеные яйца. Уверена, такой пасхальный пирог украсит ваш праздничный стол. Сегодня буду готовить пасхальный сырник. Это замечательный творожный пирог. Пирог получается очень ароматным, сладким, с апельсиновой ноткой. Много изюма и цукатов. А сочетание песочного теста и нежной начинки просто волшебное. Вы с легкостью приготовите его к своему праздничному столу. Готовлю песочное тесто. В желтки всыпаю сахар, добавляю щепотку соли и экстракт ванили. Можно заменить ванильным сахаром. Перемешиваю. В миску просеиваю муку и натираю на крупной терке холодное сливочное масло, периодически перемешивая его с мукой. Добавляю разрыхлитель. Все перетираю в крошку. Добавляю желтки с сахаром. Быстро вымешиваю тесто. Собираю все в один ком. Тесто получилось немного липким, поэтому я добавлю немного муки. Вы тоже смотрите по консистенции теста. Оно должно получиться мягкое, нежное, не липнущее к рукам. Делим его на 2 неравные части. Перекладываю в пакеты. Большую часть отправляю в холодильник примерно на 15 минут, а вторую в морозильную камеру. Выпекать мой пирог я буду в квадратной разъемной форме. Размер 26 см. Дно и бока я выстелила пергаментной бумагой. И сразу еще нарастила высоту при помощи пергаментной бумаги, так как этот пирог довольно высоко поднимается во время выпечки. Готовлю начинку. В миску перекладываю творог. Я использую домашний. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку в описании. Добавляю сметану, греческий йогурт, мягкое сливочное масло и желтки. Натираю цедру одного апельсина. Можно использовать и лимон. Добавляю экстракт ванили и половину сахара. Пробиваю все погружным блендером до однородности. Добавляю крахмал и манку. Снова все перемешиваю блендером. Получается однородная творожная масса. Сразу в нее добавляю изюм и цукаты. Все хорошо перемешиваю. Достаю тесто из холодильника, больший кусок, и раскатываю его по размеру моей формы, прямо на пергаментной бумаге. Накрываю тесто сверху еще одним листом пергамента. Так легко раскатывать тесто. Перекладываю его в форму и пока поставлю в холодильник. В большую миску выливаю белки, добавляю щепотку соли и начинаю взбивать. Когда появилась легкая пена, постепенно всыпаю сахар и взбиваю белки до крепких устойчивых пиков. Теперь аккуратно соединяю белки с творожной массой. Перекладываю все в большую миску и тщательно перемешиваю до однородной пышной массы.
Достаю форму с тестом из холодильника, выкладываю начинку. Ее получается много, поэтому важно нарастить бортики у формы. Хорошо все разравниваю. Достаю из морозильной камеры второй кусочек теста, натираю его на крупной терке и равномерно распределяю сверху на начинку. По желанию пирог можно еще присыпать миндальными лепестками. Отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 1 час. Затем снижаю температуру до 170 градусов и выпекаю еще примерно 20-25 минут. Конечно, учитывайте особенности вашей духовки. Я ставлю пирог на средний уровень, включен верх и низ. После выпечки пирог я оставляю остывать в духовке примерно на 40 минут. Можно немного приоткрыть дверцу. Извлекать пирог из формы надо только после того, как он полностью остыл. Я оставляю его остывать прямо в форме. Посмотрите, какой он получился высокий, красивый. Сверху его можно слегка присыпать сахарной пудрой. Выглядит он по-настоящему празднично. Пирог получается очень ароматным, сладким, с апельсиновой ноткой. Много изюма и цукатов. А сочетание песочного теста и нежной начинки просто волшебное. Друзья, я всем рекомендую приготовить этот пасхальный творожный пирог, пасхальный сырник. Я думаю, он всем понравится.